Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Черный континент, наверное, никогда не устанет нас удивлять своей фауной. Здесь даже обычные свиньи не свиньи, что уж говорить о гигантах типа слона или бегемота. Обо всех них вы сможете найти ролики в плейлисте «Животные Африки». Ну а у нас сегодня в гостях главный конкурент злобной речной лошади – гиппопотама. Встречайте носорога, но не обычного, а очень редкого. Настолько редкого, что с 10 ноября 2013 года один из подвидов черного носорога, обитавший в Западной Африке, официально был объявлен вымершим. А ведь сотни лет назад черные носороги заселяли практически всю Африку, ибо врагов, кроме голых обезьян с ружьями, у носорогов отродясь не было. Единственный, кто может бросить вызов взрослому носорогу, это слон, но оно ему обычно не надо. Кстати, название «черный» – это формальность, потому что он никакой не черный. Назвали бедняжку просто в оппозицию белому носорогу. Очень оригинально, ничего не скажешь. Кстати, с белым тоже проблема, потому что он не белый, а название является просто неправильным переводом бурского слова white, которое на английском созвучно white – белый. В реальности же цвет обоих животных зависит от цвета грунта, на котором они живут, так как они охотно валяются в пыли и грязи, и исходный шиферно-серый цвет они приобретают то с беловатым, то с красноватым оттенком, а в районах с застывшей лавой черный оттенок. В общем, с названиями перемудрили. Итак, черный носорог – это крупное и могучее животное. Правда, он немного мельче белого носорога и достигает веса в 2 тонны при длине до 3 метров и высоте 150-160 сантиметров. На его голове обычно 2 рога, но в некоторых местностях, например в Замбии, 3 и даже 5. У основания рог округлый, в отличие от белого. У него он трапециевидный. Передний рог самый большой, но чаще всего его длина достигает 60 сантиметров. И изредка встречаются носороги просто с огромными рогами. Например, в национальном парке в Кении долгое время величайшей достопримечательностью была самочка по кличке Герти, рог которой достигал, внимание, 138 сантиметров. Ее так часто фотографировали, что, сравнивая снимки разных лет, удалось установить скорость роста рога в 45 сантиметров за каждые 6-7 лет. А еще внешним отличием черного носорога от белого является устройство верхней губы. У черного она заострена и свисает хоботком над нижней. С помощью такой губы носорог уминает листву с веток кустарника. А еще у черного носорога короче, чем у белого голова, а рог направлен больше вперед. У белого же он почти вертикальный. Черный носорог более вытянут в длину и в целом более легкого телосложения. Любит селиться черный носорог недалеко от источника воды и каких-нибудь кустиков. Кстати, в засуху носороги часто пользуются для водопоя ямами, которые вырыты слонами. И в отличие от белых носорогов, черные ведут исключительно одиночный образ жизни. Хорошо известна особая привязанность черных носорогов к определенному участку территории, которую они не покидают
пропадают на протяжении всей жизни. Даже сильные засухи не заставят носорога мигрировать. Несмотря на свой суровый внешний вид, особых скиллов у него мало, поэтому он и попадает под человечье ружье. Обоняние у черного носорога прекрасное, но вот зрение отвратительное. Уже на расстоянии 40 метров животинка не способна отличить человека от дерева. Прибавьте к этому вечную тягу к одиночеству, любовь к открытой местности, и вы получите практически идеальную мишень для браконьера. Ну а преступных обезьян возбуждает только одно – рог черного носорога. В мусульманских странах кинжал с рукояткой из рога черного носорога – это признак богатства, а азиаты этим тертым рогом лечат все подряд, от импотенции до рака. Вот и получается, что стоимость килограмма рога носорога находит по стоимости до $70 тысяч. Учтите, что рога крупных самцов достигают веса в 15 килограмм. Вот и посчитайте, считать-то вы умеете. Ну а для того, чтобы у браконьеров отпало всякое желание охотиться на носорогов, им отпиливают рога. Они, правда, потом отрастают, но на какое-то время от голых обезьян с ружьями вполне себе помогает. Хотят любви, черные носороги, как и многие другие обитатели Юга Африки, круглый год, ибо там тепло всегда. Однако, чтобы удовлетворить свою жажду, самец обязательно должен предварительно показать будущей даме его сердце, на что он способен. Хотя бои между носорогами носят чисто ритуальный характер и очень редко кончаются кровопролитием. Суровые африканские амазонки устраивают мужчинкам еще одно испытание. Дамы готовы спариться лишь с теми, кто победит их в честной схватке. Но и в случае поражения самца девушка еще долго будет гонять неудачника по саванне. Ну а если самец все-таки победит, то все закончится продолжением рода. Опекать свою женушку целых 15 месяцев беременности папаша не намерен, и он покинет амазонку сразу после любовных утех. Новорожденный малыш – это верх очарования. Носорожиха поет носорожика густым молочком, и 2 ближайших года он будет на попечении у матери, а еще от 2 до 6 лет он проживет в состоянии беззаботного подростка недалеко от родительницы, и лишь к 10 годам ребятки окажутся достаточно опытны и сильны, чтобы завоевать свою первую любовь. А живут черные носороги в среднем до 40 лет. Черный носорог, как и другие носороги, стал жертвой нелепого, ни на чем не основанного суеверия о чудодейственной силе рога. И на сегодняшний день общая численность черного носорога составляет всего около 3500 голов. Черные носороги – это замечательный объект для наблюдения в национальных парках. Подъезд к носорогу во время сафари не представляет сложности, потому что он плохо видит. К тому же он не боится никого в саванне и подпускает потенциального врага даже на близкое расстояние. Но случайная встреча с носорогом, конечно же, опасна. Гипотетически, только хорошая реакция может спасти вас от бросившегося носорога. Зверь, мчащийся с большой скоростью, не способен совершать резких поворотов. Если человек вовремя отпрыгивает в сторону, то носорог по инерции проносится мимо и может развернуться для новой атаки далеко не сразу. Ну а я надеюсь, что моя мечта сбудется. Я все-таки съезжу на сафари в Танзанию и привезу оттуда кучу видеоматериала. А вы хотели бы побывать на сафари в Африке? Напишите в комментариях.
Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!